Вы слушаете Russian Flow, подкаст для тех, кто учит русский язык. Есть ли хоть один человек в мире, который не слышал слова «бабушка»? Наверняка есть, но таких мало. Почему образ русской бабушки так популярен? И особенно популярен в интернете. Почему с русской бабушкой делают мемы и снимают виральные видео? Чем она так притягательна? И самое главное, почему каждому человеку на планете, неважно откуда он родом, нужна такая бабушка? Это лишь некоторые из немногих вопросов, на которые я постараюсь сегодня ответить. Небольшой спойлер. Внутри выпуска вас ждет личная история, связанная с моими родными бабушками. Возможно, вы включили этот выпуск, чтобы поднять себе настроение, поэтому если вам не хочется грустить, то можете эту часть пропустить. Хотя мне было бы очень приятно поделиться такими личными деталями моей жизни именно с вами, со своими слушателями. Но перед тем, как начать, напомню, что вы можете слушать этот выпуск и на YouTube с субтитрами на более чем 30 языках. Я уважаю и ценю каждого, кто слушает мои выпуски, поэтому стараюсь добавлять субтитры на всех языках тех стран, где меня слушают. Хорошо, а сейчас к нашему эпизоду. Когда я говорю слова «русская бабушка», какой образ, какая картинка появляется у вас в голове? Наверняка вы скажете, что это пожилая женщина. Пожилая значит старая. Но у нас не совсем принято говорить «старая женщина» или «старый человек». Это немного грубо, и поэтому мы скорее скажем «пожилая женщина» или «пожилой человек». Слово «старый» мы скорее используем для описания вещей. Старый телевизор или старый стол. Но когда речь заходит о людях, слово «старый» мы говорим крайне редко, чтобы просто никого не обидеть. Что дальше? Наверняка вы скажете, что у нее будет платок, и будете абсолютно правы. Платок – это небольшой кусочек ткани, это может быть хлопок или шелк, и вот эту ткань бабушки надевают на голову летом, чтобы защититься от солнца или ветра, а зимой надевают, чтобы не было холодно. Кстати, знаете, почему люди в пожилом возрасте так тепло одеваются даже летом? Дело в том, что их организм, их тело сохраняет тепло гораздо хуже, чем организм молодых людей. Поэтому вы можете встретить бабушку летом в жару в плюс 30 градусов с платком на голове и в теплой вязаной кофте. А теперь давайте немного поговорим про характер. Какая она, русская бабушка? Строгая или добрая? Когда тебе лет 5 или 6, то тебе прям кажется, что твоя бабушка очень строгая. Она постоянно ругается, что ты мало ешь, ходишь зимой без шапки и слишком много времени проводишь за телефоном. Но как только ты становишься чуть старше, ты понимаешь, как твоя бабушка тебя любила и желала тебе только самого лучшего. Что еще отличает русскую бабушку? Русские бабушки обладают невероятным навыком предсказывать погоду по тому, как они себя чувствуют. Поболее в ноге
бабушка может сказать, что завтра будет дождь, и что самое интересное, она всегда оказывается права. Опять я включу зануду и скажу, что ничего удивительного в этом факте нет. Когда я говорю, что я включаю зануду, то это значит, что я хочу рассказать или объяснить что-то очень подробно и даже детально. Ну, вот такой я человек, я люблю быть немножко занудой. Так вот, перед дождем давление в воздухе понижается. А так как в наших суставах, в наших костях есть жидкость, то пониженное давление эту жидкость расширяет, то есть делает шире. И из-за этого могут появиться боли, особенно в ногах. Что еще умеют русские бабушки? А вот что. Любую болезнь, любую простуду они могут вылечить с помощью народных средств. То есть без помощи таблеток, без помощи лекарств. Конечно, современному человеку может показаться странным и даже опасным лечиться малиновым вареньем от простуды, но если это работает, зачем от этого отказываться? А знаете, что еще умеет русская бабушка? Она может посадить помидоры, огурцы, лук на огороде так, что семья из 8 человек будет их есть все лето и всю зиму. Причем заниматься всем этим она будет исключительно одна, без всякой помощи. Вы даже не представляете, сколько нужно сил, чтобы следить за огородом. Но наши бабушки как-то справляются, да еще как. Но главным секретным оружием бабушек является еда. Вкусная еда для русских бабушек — это их своеобразный язык любви. И если на вопрос «ты голодный?» вы ответите не голодный», вы можете очень сильно обидеть русскую бабушку. Но если вы скажете «да», то перед вами тут же на столе появятся и борщ, и котлеты, и картошка, и пирожки, и компот, и даже варенье. Причем все это со словами «Ой, я сегодня ничего не приготовила, ну так вот, немножко вот есть». И пока мы все тут дружно не захотели есть, давайте срочно переходить к следующей части. Ребят, не мне вам рассказывать, что существует такой стереотип, такое мнение, что русские люди очень угрюмые, грубые, мало улыбаются, ну и далее по списку. Я не хочу и не собираюсь обсуждать этот стереотип прямо сейчас. Просто скажу, что это правда лишь отчасти. Да, мы не улыбаемся каждому встречному на улице, мы редко общаемся с соседями, и здороваемся мы обычно только со знакомыми нам людьми. Но бабушки как будто немного выделяются из общей картины и ведут себя более открыто, что ли. Но почему именно образ русской бабушки так полюбился иностранцам? Почему он так популярен? Я ни в коем случае здесь не претендую на объективность, но со стороны кажется, что в западной культуре отношения между поколениями часто более формальные, что ли, не такие близкие, как у нас. В европейских странах, поправьте меня, если я ошибаюсь,
Зачастую бабушки и дедушки живут отдельно, и с внуками они общаются раз или два в неделю. В России, да и во всех постсоветских странах в целом, бабушка не только приходит каждый день в гости, часто она является полноценным членом семьи. Бабушка вмешивается в воспитание внуков, советует своим уже взрослым детям, как правильно жить, да и в целом ведет себя по-хозяйски. Знаю, что многих это может бесить, но да, это наша культура и наши традиции. И при всем при этом поведение наших бабушек создает невероятно тесную связь между поколениями. И я считаю, что это здорово. К тому же часто у родителей просто нет времени на воспитание детей, и в этом случае на помощь приходит именно бабушка. Я не хочу сейчас углубляться в демографические проблемы, но я не могу об этом не сказать. У нас нередки случаи, когда женщина воспитывает ребенка одна. И чтобы обеспечить его едой, одеждой, всякими гаджетами, ей приходится много работать. И как раз-таки бабушка нередко становится основным помощником в уходе за внуком. Вот знаете, в детстве не особо ценишь заботу со стороны близких. Ты просто принимаешь это как должное. Но когда вырастаешь, то понимаешь, на какие жертвы иногда приходилось идти, чтобы тебя одели, обули и накормили. Жертва, кстати, это человек, который страдает или отдает что-то ради других. Это может быть время, деньги и иногда даже жизнь. Бабушка всегда следит за тем, как ты ешь, как ты спишь, не обижают ли тебя хулиганы в школе. Пока ты с бабушкой, ни одна проблема в этом мире тебе как будто не страшна. Она защитит буквально от всего. И от злой собаки во дворе, и от строгой мамы после родительского собрания. Родительское собрание — это такое собрание родителей и учителей в школе, где они обсуждают, как учится и ведет себя ребенок. Спросите любого школьника, чего он боится больше всего на свете, и он ответит именно родительского собрания. И нет ничего лучше, чем быть в этот момент с бабушкой после такого собрания, потому что бабушка умеет создать вокруг тебя некий защитный барьер, в котором ты никого и ничего не боишься. И вот в современном мире, где все так нестабильно, где новости каждый день все страшнее и страшнее, нам всем очень не хватает этого барьера, где нас обнимут и скажут, что все будет хорошо. Вот, ребят, честно, не знаю, хорошо это или плохо, но наши бабушки кажутся слишком простыми. Они не стремятся выглядеть моложе или носить модные вещи. Их особо не интересует ни спорт, ни политика, ни экономика. Для них самой главной целью становится забота о близких. И именно через эту искреннюю заботу о близких они и находят свой смысл жизни. Кто-то скажет, что так происходит из-за бедности, из-за нищеты, что, мол, вот были бы у них деньги, то и вели бы они себя по-другому. Мне же кажется, что вряд ли. Я думаю, что ничего бы не изменилось.
Когда человек становится старше, материальные вещи, такие как дом, машина или украшения, отходят на задний план. И в этом я убедился лично. А теперь я хочу рассказать вам о себе, о своей жизни и о своих бабушках. К большому сожалению, обе мои бабушки умерли. Сейчас в живых никого из них не осталось, и последний раз я видел свою бабушку живой больше 10 лет назад. Говорить об этом больно и тяжело, но такова жизнь. Первую бабушку, маму моего папы, я, если честно, помню достаточно плохо. Ее звали Клавдия, Клава по-простому. Она скончалась, она умерла, когда я был совсем маленький. И сейчас, глядя на старое фото, я вспоминаю какие-то моменты, но очень-очень плохо, очень смутно. В основном ко мне приходят ощущения и чувства. Я помню, как сильно она меня любила и с каким трепетом и заботой ко мне относилась. Потому что любой мой каприз, любое мое желание исполнялось тут же, мгновенно. И мои родители часто оставляли меня с ней, и я не жаловался, как делали другие дети, а наоборот, скорее радовался. Со второй бабушкой, мамой моей мамы, я проводил гораздо больше времени. Ее звали Валентина, Валя по-простому. Дело в том, что наши дома были расположены совсем рядом, и я мог приходить к ней хоть каждый день. Бабушка Валя, кстати, не была классической бабушкой, не была тем образом, о котором я рассказывал чуть ранее. Она была так молода, что иногда ее путали с моей мамой. И я часто приходил к ней, просто чтобы вместе посмотреть глупые сериалы или просто побыть вместе. Мы были с ней очень близки, и ее смерть в тот момент стала для меня настоящей трагедией. Что я чувствовал рядом с бабушками? В первую очередь я чувствовал себя в безопасности. Я чувствовал, что есть человек, который подойдет ко мне и скажет: «Ничего не бойся, я здесь, ты сделал все правильно, садись, поешь, все будет хорошо». И вот это чувство любви и заботы ни за какие деньги не купишь, потому что только родные люди способны тебе его дать. Потому что они любят тебя не за что-то, а просто потому, что ты есть. Ты их внук, а остальное их не интересует. Плохой, злой, жадный, грубый. Ты можешь быть любым, но в глазах твоей бабушки ты всегда будешь самым любимым человеком на земле. И знаете, сейчас, когда я стал взрослым, когда у меня появились взрослые проблемы, мне иногда очень хочется прийти к бабушке и спрятаться от мира, оградиться от него любовью своей бабушки. В детстве мы редко ценим любовь и заботу близких, а вырастая, уже не имеем возможности ее оценить. Этот выпуск моего подкаста я решил назвать «Нам всем нужна русская бабушка». И знаете, я действительно думаю, что нам всем, абсолютно всем людям на планете нужна такая бабушка. Не обязательно русская бабушка, не обязательно бабушка по крови, то есть кровный родственник, кровная бабушка. Но нам всем нужен тот человек, который создаст для нас это пространство любви и безопасности. В современном мире
Мы все такие взрослые, такие независимые, мы все можем сами. Мы зарабатываем деньги, мы решаем взрослые проблемы, мы строим карьеру, но глубоко внутри мы все те же маленькие дети, которые хотят, чтобы их обняли и сказали, что все будет хорошо. И если у вас есть такой человек, с которым вы чувствуете себя в безопасности, то берегите его, пожалуйста. Старайтесь ценить каждую минуту, проведенную рядом с ним. Потому что однажды его может не стать, и вы поймете, что простой вопрос вроде «ты сегодня покушал?» это и была самая главная любовь в вашей жизни. Спасибо, что были со мной сегодня. Если у вас есть бабушка, то обязательно позвоните ей прямо сейчас и скажите, как сильно вы ее любите. Услышимся уже в следующем эпизоде. Берегите себя и своих бабушек. Всем пока!